Привет самым терпеливым! С вами снова Павел Чар, и сегодня я хочу рассказать, как японский картридж открыть, а затем впихнуть в него китайскую платку из 90-х. Нам понадобится шлицевая, иначе говоря, плоская отвертка. Вставив ее в щель между половинками картриджа, выгибаем в сторону обложки до щелчка. Затем переходим к верхней стороне и повторяем за мной. Вообще, слухи о прочности японских картриджей преувеличены, и надо быть аккуратным, так как пластик тут хоть и качественный, но не гнется, а сразу ломается на сгибах. Итак, была у нас игрушка-ролевушка про Геракла, лежала себе с 89-го года закрытая, и вот я добрался до нее и вынул из домика. Взяв в руки строительный фен, я начинаю отпаривать наклейку, выставив температуру в 300 градусов. Как вариант, можно было поставить и 500, но тут нужна сноровка, и главное не переусердствовать. В самом конце ролика я ставлю кусочек такой экзекуции над другим картриджем, вот увидите. Между тем наклейка снимается легко и непринужденно. Если у вас все же остались следы клея, то согласно легенде женских форумов, их отлично удаляет растительное масло. У меня есть небольшой участок в левом верхнем углу пластика, нуждающийся в пропитке, но я обработаю всю лицевую сторону. Совет все же толковый, и следы клея действительно пропадают. Остается лишь вопрос, как потом удалить масло. Макулатуру выкидываем, а пластик готовим к десантированию в таз с теплой водой, обильно политой доместосом. Способ проверенный, и пластик я всегда очищаю именно так. Самые сложные загрязнения можно устранить с помощью старой зубной щетки. Главное убрать ее потом подальше и не спутать с новой. После просушки результат получается примерно такой. Конечно, есть некоторые дефекты из-за моей неопытности, так как кое-где я пластик перегрел. Но вы бы видели, что стало с картриджами из неудачных дублей. А конкретно этот еще надо доработать, чтобы платка от наших китайских друзей в нем поместилась и не болталась. Для этого надо удалить всю перегородку с задней половины картриджа, и сделать нам это помогут безграничное терпение и бокорезы. Все лишнее удалено, а на местах среза пластик сточен напильником и даже приплавлен горячим воздухом из строительного фена. Осталось лишь закрыть крышку и проверить качество сборки. Под каждую китайскую платку нужно индивидуально готовить посадочную площадку. И в этом они однозначно проигрывают японским, которые в основной своей массе отличаются лишь записанными играми, а внешне похожи как братья-близнецы. Как вариант, можно переделывать не картриджи, а обрезать углы у плат, но это кощунство и нужна определенная осторожность, чтобы не повредить на них дорожки. Ну и конечно же, обязательно сделать наклейки. Их можно распечатать на принтере или заказать печать фотографий. Картинку останется только заламинировать скотчем, приклеивать который стоит от середины к краям, чтобы не было пузырей. Именно так я делал обложки в детстве, только тогда использовал подходящие по тематике вырезки из журналов. На этом у меня все. Надеюсь, было интересно и познавательно. До скорого! До скорого! Звучит как сарказм. Осталось еще показать, как снимать наклейку, выставив на строительном фене температуру в 500 градусов. Видите, пленка пузыриться начала? Сразу прекращайте отдувать и живо снимайте картинку, а то остынет и останутся куски бумаги. Теперь ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. До новых встреч!